Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Милкины рецепты. Сегодня мы приготовим тортик «Ленивый Наполеон» без выпечки. Готовить его очень просто и быстро по сравнению с классическим Наполеоном, а получается такая же вкуснятина. Для приготовления торта мы будем использовать слоеное печенье. У меня ушки с маком, но подойдет любое слоеное печенье, которое вам нравится. Итак, нам понадобится слоеное печенье 500 грамм, 2 яйца, сахар 100 грамм. Кто любит послаще, можно положить побольше сахара, 120-130 грамм. Мука 4 столовые ложки, крахмал 2 столовые ложки. Я использую кукурузный крахмал, но подойдет и картофельный. Ванильный сахар 1 маленький пакетик, 12-15 грамм. Молоко 800 миллилитров и сливочное масло 80 грамм. Желательно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Сначала приготовим заварной крем. Добавляем в миску 2 яйца, сахар, ванильный сахар и хорошо взбиваем все ингредиенты миксером до однородного состояния. Можно обойтись и без миксера, взбить все ингредиенты венчиком, но я предпочитаю миксер, так быстрее. Я считаю, нужно использовать плоды технического прогресса, куда мы без них. Добавляем просеянную муку и хорошо перемешиваем миксером. Ребята, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт. Ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнать о выходе новых видео. Добавляем крахмал и еще раз хорошо взбиваем миксером до однородного состояния. Все, ребята, миксер можно отложить в сторону, он нам больше не понадобится. Далее будем использовать венчик. Добавляем молоко в 3-4 приема, постоянно помешивая венчиком. Выливаем получившуюся смесь в кастрюлю или сотейник с толстым дном. Ставим на средний огонь и, постоянно помешивая венчиком, доводим до кипения. Затем убавляем температуру и доводим до готовности на медленном огне. Крем нужно постоянно помешивать, чтобы не было комочков. Когда пойдут бульбочки, добавляем сливочное масло и варим еще полминутки-минутку, пока масло не растворится.
Вот такая консистенция должна у нас получиться. Убираем крем с огня и даем остыть при комнатной температуре. В процессе остывания крем нужно периодически помешивать, чтобы сверху не образовалась корочка. Вот такой чудесный крем у нас получился. Если во время приготовления крема вы немного не доглядели и крем пошел комочками, не расстраивайтесь. Это можно исправить. Когда крем остынет, готовый крем можно будет еще раз пробить миксером, и консистенция снова станет однородной. Начнем собирать наш тортик. Для сборки тортика будем использовать разъемное кулинарное кольцо. Я рекомендую обернуть кольцо пищевой пленкой, так и форма останется чистой, и края тортика будут ровные. Я выставила диаметр кольца 20 сантиметров. Выкладываем первый слой печенья. Несколько печенек можно разломить на кусочки и заполнить ими промежутки. Кто любит более влажные торты, я рекомендую каждую печеньку предварительно окунуть в молоко, а потом уже выкладывать. А можно вместо молока использовать растворимый кофе, тогда у наполеончика будет легкий кофейный привкус. Смазываем слой кремом. Крема не жалейте, но рассчитайте так, чтобы хватило на весь тортик. Оставьте 6-7 печенек для украшения тортика сверху и по бокам. Также выкладываем второй, третий и четвертый слой. У меня получается 4 слоя. Каждый слой хорошо смазываем кремом. Переходим к украшению нашего тортика. Берем печеньки, которые мы отложили, и кладем их в полиэтиленовый пакетик. Завязываем пакетик, берем скалку и аккуратно измельчаем печенье скалкой. Не нужно измельчать в труху, пусть будут и мелкие, и более крупные кусочки, так интереснее. Вот такая крошка у нас получилась. Большая часть крошки пойдет на украшение тортика сверху, и примерно 1/3 нужно оставить на украшение торта по бокам. Итак, сверху посыпаем наш тортик полученной крошкой.
Накрываем торт сверху пищевой пленкой в 2 слоя и оставляем пропитаться при комнатной температуре на 1,5–2 часа, после чего убираем торт в холодильник еще минимум на 5–6 часов, а лучше на ночь. Итак, наш тортик провел в холодильнике ночь, хорошо пропитался. Убираем пищевую пленку и кулинарное кольцо. Вот такой красивый, аккуратненький тортик у нас получился. Осталось украсить его по бокам. Берем оставшуюся крошку и аккуратно с помощью лопатки украшаем торт по бокам. Вот такая красивая вкуснятина у нас получилась, а пахнет как аппетитно. Давайте пробовать. Все хорошо пропиталось, получилось очень вкусно. Обязательно попробуйте этот рецепт, вам понравится. А я всех благодарю за просмотр и до новой встречи!